Привет, в эфире Даша, и сегодня я продолжу рассказывать о самой необычной и недоступной выставке в России. Это трофейное вооружение из Украины. Первую часть я рассказываю о трофейной бронетехнике, смотрите у меня на канале. А сегодня я покажу трофейное стрелковое оружие, медицинское оборудование и средства разминирования, а также беспилотники и несколько Humvee, более известные как хаммеры. А подробно рассмотрим и гаубицу 3 семерки, и я расскажу, с какими проблемами я столкнулась во время посещения выставки, а также сравню московское мероприятие с аналогичной выставкой в Киеве. Итак, начнем. В самом начале экспозиции нас встречает американский внедорожник Humvee, который был захвачен в Мариуполе. И любопытно, что у него и у второго аналогичного автомобиля вооружение состоит из отечественного пулемета ДШК. Символом американской помощи в Украине в годы боев на Донбассе стали именно американские автомобили Humvee. Украинские военные уже имеют некоторый опыт работы с автомобилями этой марки до активных боевых действий в 2014 году. Несколько единиц ранее были поставлены в миротворческие подразделения ВСУ. Представители ВСУ отмечают, что низкое качество топлива негативно сказывается на работе топливной системы и требует замены фильтров, а также чистки двигателя примерно через 4000 км пробега. Кроме того, техническое обслуживание Humvee затруднено в связи с дефицитом в стране запасных частей для них. И хотя в целом о Humvee поступают очень положительные отзывы как об автомобиле скоростном, надежном и эффективном, возлагать на него излишние надежды как на непробиваемый броневик или гусеничный транспортер специалисты не рекомендуют. В 2009 году испытательный центр Харьковского политехнического института проводил проверку прочности брони автомобиля Humvee бронебойными пулями калибра 7,62 мм. И в ходе испытания были установлены гарантированная пробиваемость лобового стекла с дистанции до 300 метров. К заметным недостаткам машины относится и сравнительно слабая противоминная защита. Некоторые специалисты по вооружению склонны относить Humvee к автомобилям повышенной проходимости класса джип и не считают его полноценным военным бронеавтомобилем, указывая на его недостаточную бронезащиту. Еще одним культовым образцом вооружения родом из Соединенных Штатов Америки стала гаубица М777, или как ее прозвали 3 семерки, а иногда встречается и кличка в 3 топора, и, видимо, это по аналогии с портфейном. И как бы ни старались маркетологи военных корпораций, идеального оружия не существует, так и гаубица М777, имея высокую точность и большую дальность стрельбы и относительно небольшой вес, позволяющий ее перевозить на многих транспортах, имеет и свои минусы. Главной задачей разработчиков М777 стало уменьшение массы и габаритов гаубицы для повышения мобильности, чтобы ее можно было перевозить по воздуху и по земле практически любым армейским транспортным средством. Эта задача была успешно решена. Перевозка и переброска по воздуху ощутимо упростилась, плюс снизились требования к тягачам и транспортной авиации, чего и добивались инженеры. Кроме того, получилось ускорить развертывание на позиции и подготовку к убытию, что повысило живучесть гаубицы и ее расчета. Артиллерийская часть максимально унифицирована. Несмотря на нюансы конструкции, по характеристикам и боевым показателям она похожа на остальные системы американской армии. И также важна совместимость со стандартными 155 мм снарядами разных конструкций. И такая унификация по баллистическим характеристикам и боеприпасам дает хорошие огневые характеристики и упрощает боевые действия, когда возможно использовать уже имеющиеся в распоряжении снаряды, а не вести их вместе с гаубицей. Отличием последних модификаций гаубицы М777 стало наличие системы управления огнем. Это повысило точность стрельбы и дало возможность вести огонь как по площадям, так и по небольшим удаленным целям. При этом происходит минимальный расход боекомплекта. Сложное и частое обслуживание требует наличия на линии фронта ремонтных цехов либо быстрой транспортировки одной партии гаубиц и замены их свежими. Также обслуживание требует обученного персонала и расходных материалов, которые в условиях военных действий достать довольно непросто. Расчет должен составлять от 5 до 8 человек, которые находятся на открытом пространстве. И следует понимать, что армия США за всю свою историю почти не воевала с равным по силе противником. Исключением можно считать только обе мировые войны. Все остальное время американское оружие противостояло морально устаревшим образцам вооружения. И как следствие в армии США мало оружия для полноценной войны с сильным противником. И что наглядно показала еще война во Вьетнаме. Тогда американцы потеряли множество вертолетов, колесной техники и также личного состава. Минная опасность без преувеличения одна из самых отвратительных угроз из тех, которые создало человечество. Если обычное оружие более-менее избирательно, по крайней мере хотя бы как-то нацеливается на военнослужащих, то закопанные в землю мины могут десятилетиями ждать своего часа и лишить жизни или искалечить человека, который вообще уже и думать-то забыл о том, что когда-то на этой земле гремела война. Традиционные средства разминирования, к сожалению, не обладают достаточной производительностью, да и опасность для саперов довольно велика.
А если вам надо поработать сотни километров дорог, нашпигованных взрывчаткой, и компания Minewolf System предлагает целое семейство решений для механизированного перекапывания верхнего слоя грунта с уничтожением попадающихся мин. Естественно, эта машина сконструирована так, чтобы при уничтожении мин не выходить из строя. И причем, что особенно интересно, это максимальная мощность мин, которые машина может уничтожать без ущерба для себя. И она довольно велика, до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. А за рабочий день машина может обработать до 30 тысяч квадратных метров. А если пересчитать их на лесные грунтовки, то это до 15 километров дороги в день. А роте саперов на это понадобится 2 недели, и хорошо, что обойдется без потерь. Однако прочность прочностью, но все-таки сидеть в машине, под носом у которой рвутся противотанковые мины, это удовольствие ниже среднего. Противопехотные это ладно, а вот противотанковые. И по моим данным, эта машина родом из Швейцарии, но на табличке почему-то изображен немецкий флаг. Южноафриканский эстонец бронеавтомобиль «Мамба». Одним из государств, проявивших наибольшую активность в деле вооружения ВСУ, является Эстония. В июне 2022 года стало известно, что одно из вооруженных формирований получило из Эстонии 7 единиц «Мамба Марк II ИИ». Эта техника была изготовлена в Южноафриканской республике и приобретена англичанами. Затем ее передали эстонскому контингенту, который находился в Афганистане с 2003 года по 2014 в составе Международных сил содействия безопасности под командованием Североатлантического альянса. Марк II ИИ не предназначены для действий на переднем крае. Австрийской породе ломовых лошадей этот легендарный внедорожник обязан именем. Деньги на его создание выделила швейцарская армия, а шасси Пинскауэр – это результат работы чешских инженеров. Разработчиком вездехода Пинскауэр считается австрийская компания Steyr Daimler Puch. Многие из конструктивных решений, которые до сих пор используются европейскими производителями. Больше 40 лет Пинскауэр состоит на службе европейских и африканских частей ООН. Идея хребтовой рамы заключается в переносе жесткости с классических элементов рамы на саму трансмиссию. Шасси Пинскауэр имеет ярко выраженный хребет в виде трубы, защищающей основной агрегат. В механизм интегрированы и передаточные валы, и объединенная с коробкой раздатка. В ВСУ австрийский подарок используется в основном в качестве санитарной машины. Еще один британский Саксон я обнаружила в экспозиции трофейной техники. Первый вариант в линейном исполнении я подробно показала в своем первом видео с этой выставки, а на этот раз в мой объектив попался санитарный вариант. Прототип бронированной санитарной машины на базе бронеавтомобиля Саксон был построен в 1984 году по инициативе фирмы GKN и впервые продемонстрирован в том же году на крупномасштабных учениях британской рейнской армии. На вооружение бронеавтомобили начали поступать в 1991 году. В корпусе БТР Саксон оборудовано 4 места для раненых на носилках, по 2 с каждой стороны, и место для санитара. А экипаж составляет 3 человека, это командир, водитель и санитар. Эвакуация раненых с линии соприкосновения куда более комфортна на чем-то, что хоть какую-то имеет броню, чем на том же УАЗике таблетка. А перевозка людей от блокпоста к блокпосту также будет безопаснее, чем на том же ГАЗ-66 или на АЗИЛ-131. Однако стоит обратить внимание на возможность ремонта машин в Украине и быструю доставку запчастей к потребителю, иначе Саксон начнут быстро оседать в парках бригад мертвым грузом. Также обратите внимание, что рабочее место водителя находится справа, как на всех британских машинах. Перейдем к пехотному вооружению. Браунинг М2, пожалуй, самый известный и массовый западный станковый пулемет. Этот ветеран калибра 12,7 мм в строю уже более 80 лет. Его приняли на вооружение в начале 1930-х годов. Пулемет разработан на базе первого серийного американского крупнокалиберного пулемета М1921. А главное отличие М2 от предшественника – это воздушное, а не водное охлаждение. Недостаток Браунинг М2 – он очень тяжелый, вместе со станком он весит порядка 60 килограммов. В отличие от советских и российских конструкторов, американские инженеры не смогли найти подходящего решения для качественного снижения веса этого оружия. В разные годы предпринимались попытки заменить его на более современные и продвинутые образцы, но всегда возвращались к Браунингу. Этот пулемет участвовал во многих военных операциях США в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Африке, Европе, Азии и до сих пор остается единственным крупнокалиберным пулеметом американской армии. В середине 80-х ручной противотанковый гранатомет АТ-4 пошел в серию и поступил на вооружение Швеции и США. Одобрение американской армии сделало ему хорошую рекламу. Вскоре компания Saab Bofors начала
получать заказы от других стран. К настоящему времени такие РПГ были приняты на вооружение более 25 стран. Также они используются рядом негосударственных вооруженных формирований, участников локальных конфликтов. Список эксплуатантов АТ-4 пополнила Украина. Шведская армия передала ей 5000 гранат, взятых с собственных складов. АТ-4 и другие противотанковые вооружения могут предоставлять определенную опасность для российской техники. Однако защита от таких угроз вполне возможна и существуют соответствующие методы и средства для этого. В экспозиции представлена огромная коллекция гранатометов со всего мира, и особенно выделяются гранатометы «Джавелин». Почти сразу после начала военной спецоперации на Украине США стали поставлять ВСУ противотанковые ракетные комплексы ПТРК «Джавелин». В Киеве возник настоящий культ «Джавелин» как универсального оружия возмездия. Всего на Украину Вашингтон после начала спецоперации поставил более 7000 комплексов «Джавелин». Эти поставки оказались настолько масштабными, что, по данным американского издания Business Insider, запасы ПТРК в самих США находятся на грани истощения. И помимо всего прочего, «Джавелин» очень дороги. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет более $600 000. А на этих кадрах вы можете видеть все разнообразие гранатометов, предоставленных украинской стороне. И среди них, помимо шведских и американских, есть образцы из Болгарии и даже раритеты из Югославии. РБР М78 АСА – югославская, ныне сербская перезаряжаемая противотанковая ракетная установка, разработанная военно-техническим институтом в Белграде. АСА – это противотанковая ракетная установка, предназначенная для многоразового использования. И она предназначена для использования против транспортных средств, зданий и потенциально живых целей. Оружие в основном изготовлено из армированного волокном пластика. Матадор – переносной противотанковый и противодверный, разработан в 2000 году усилиями тройки передовых в технологическом плане стран, на то время это Израиля, Германии и Сингапура. Так что РПГ довольно свежий и включает в себя много наработок из предыдущего мирового опыта. Конструкция RGW-90 проста. Пусковая труба с алюминиевой вставкой внутри, а снаружи композитный слой на базе кевларовой ткани, буфера из упругого вспененного полимера на обоих концах трубы. Инсталаза Си-90 – 90-мм одноразовый реактивный гранатомет с ручным управлением, который может быть оснащен прибором ночного видения. В 70-х годах прошлого века с целью замены устаревшего гранатомета М-65 испанской версии американской базуки фирмы Инсталаза был разработан 90-мм одноразовый гранатомет. Гранатомет Карл Густав производства Швеции весьма неплох, просто надежен и имеет широкую номенклатуру боеприпасов. И, конечно, уступает РПГ-7 по массе и комплектности. Швед ранних версий куда более тяжел и громоздок. Номинальная эффективная дальность выше, но на деле дальше 500 метров крайне редко стреляется из любых видов РПГ. Американский гранатомет М-72 на сегодняшнем поле боя – это сугубо оружие против легкой бронетехники, ПТР, БМП и различных бронированных обыкновенных автомобилей. И примечательно, что гранатомет М-72 Лау уже в 80-х годах прошлого века считался морально устаревшим противотанковым оружием, и американцы уже давно их заменили на более эффективные гранатометы М-136. ДМ-22 – мина, но не совсем обычная. От обычных мин, которые закапывают на предполагаемом маршруте движения войск противника, ДМ-22 отличается тем, что ее устанавливают в стороне, маскируя в кустах, среди камней и так далее. Внешне немецкая мина напоминает ракету, которая состоит из двух частей – кумулятивные противотанковые боеголовки и рычага со стартовым зарядом в задней ее части. Запускают ракету из ствола, закрепленного на штативе. Устанавливается система в течение нескольких минут и развертывается перпендикулярно предполагаемой траектории движения цели. С помощью элементарного прицела ракету наводят на примерное положение бронетехники. Расчет на удар в борт, где толщина брони меньше, чем в лобовой части. На выставке был представлен богатый арсенал западного стрелкового оружия, и знатоки могут внимательно осмотреть этот фрагмент видео и перечислить все представленные образцы. И также богато были представлены средства связи, которые поставляются ВСУ западными странами. В частности, в экспозиции был представлен знаменитый Starlink от великого Илона Маска. И надо понимать, что эффективные боевые действия со стороны ВСУ возможны только исключительно благодаря новейшим системам связи и управления на поле боя.
И в частности, почти у каждого минометного расчета есть планшетный компьютер со специальным программным обеспечением, на который поступают команды от разведки, в частности от операторов БПЛА. И благодаря такому взаимодействию время от обнаружения цели до ее огневого поражения составляет, если же не секунды, то считанные минуты. И широко были представлены трофеи, которые могли бы пригодиться украинской стороне во время ядерной или химической катастроф. И тут был явный намек на возможные инциденты вокруг Запорожской АЭС. В самом начале экспозиции нас встречает инсталляция того, как организаторы выставки представляют обучение в среднестатистической украинской школе. И судя по надписям на доске, школьную программу может освоить даже не самый одаренный ученик. После школы украинец попадает в специфический бар, где он, по идее, должен освоить некоторое внеклассное чтение, а потом прямиком в военкомат. В первом видео про трофеи российской армии было много комментариев, что техника выглядит чересчур чистой, как будто ее добыли не в бою, а купили. И действительно есть такое впечатление. Бронемашины даже покрашены свежей краской, только разбитые бронестекла намекают на то, что это бывшие в бою машины. И такое оформление несколько искажает восприятие экспозиции. И надо понимать, что за каждым таким бронированным трофеем стоят искалеченные или даже потерянные жизни российских и украинских солдат. И совершенно по-другому воспринимаются кадры с недавней выставки в Киеве, где специально показали только сожженные российские машины. Причем техники на Крещатике представлено в разы больше, чем в парке Патриот. Так что выводы делайте сами. И отмечу, что выставка отлично оформлена и передает посыл, который хотят преподнести организаторы. После ее посещения я была просто эмоционально опустошена, и камера просто не может передать всю жуть, которая изображена на инсталляциях. И самое главное, через всю выставку передается мотив, что против России воюет весь мир. Ну а теперь я расскажу про сложности, с которыми я встретилась во время посещения. И первое – это закрытость мероприятия. Для простых посетителей выставка открыта только неделю, с 26 августа по 3 сентября. Во время работы форума «Армия-2023» туда пускали специалистов, а я случайно узнала о возможности посетить выставку в группе ВК «Парка Патриот». И я давно хотела посетить такую уникальную выставку, но вот мне удалось поймать момент, когда она открыта для простых посетителей. Но есть несколько «но», и первое – туда пускают только совершеннолетних. И для меня это был плюс, так как во время съемок в кадр часто лезут дети. Но для такого возрастного ценза есть причина. На некоторых инсталляциях представлены кровавые сцены. Насколько они необходимы для передачи зрителю всех смыслов, оставим на усмотрение организаторов. Дальше был интересный финт. Посетить выставку можно бесплатно, но надо купить обязательное экскурсионное сопровождение. И купить его заранее на сайте Парка Патриот на определенное время. Но я могу понять, для чего это сделано. Для того, чтобы предотвратить ажиотаж зрителей. Но насколько это уместно, я расскажу вам чуточку позже. Я пришла на экскурсию в назначенное время, но на входе охраннику не понравилась моя камера, и он заявил, что это профессиональное оборудование, а с ним нельзя, хотя на билете и на сайте об этом ничего не сказано. И моя камера Sony ZV-E10 очень компактная и с очень маленьким объективом, но благо на помощь мне пришел администратор и пустил снимать, но при этом во время съемки за мной очень внимательно следили, но запреты тут не закончились. Во время речи экскурсовода тоже было нельзя снимать, чтобы не зафиксировать его слова. Так вот, делайте выводы сами. И от экскурсионной группы тоже нельзя было далеко отходить. И только в конце экскурсии мне дали 15 минут, и я бегом с камеры оббежала экспонаты, показанные на уличной площадке. И поэтому на некоторых фрагментах моего первого видео зрители заметили мои шажки. Но тут у меня немного другой вопрос. Повторюсь, выставка оформлена просто шикарно и с верным для официальной версии происходящего нарративом. Но почему-то, чтобы ее увидеть, надо ехать за 50 километров от Москвы и записаться заранее на определенное время. Такая выставка должна проходить, мне кажется, в Москве. Ну, не на Красной площади, хотя бы в парке Горького, как это было, например, с трофеями Великой Отечественной войны. И даже экспонаты можно было бы обнести своим любимым московским железным заборчиком. Украинцы вот не стесняются выставлять подбитую российскую технику в самом центре Киева без записи и экскурсий. Так что думайте сами и делайте выводы. А мне вообще сложно назвать украинские трофеи трофеями. И в любом случае я вам очень рекомендую по возможности посетить эту выставку. Это уникальное и самое главное качественное место. Оформители постарались на славу. Надеюсь, моя серия видео об этой выставке вам понравилась. А с вас лайк и подписка. До новых встреч. Пока-пока.